Здравствуйте, Водолеи! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад на следующую неделю. И эта неделя со 2 по 8 февраля. Давайте мы посмотрим, что вас ожидает на следующей неделе. Какие вам карты сегодня выпадут. Напоминаю, общий таро-прогноз. Возможно, у кого-то совпадет не по дням, а проиграется общей какой-то нитью событий, которые у вас произойдут. У кого-то он действительно по дням будет отыгрываться и резонировать так, как это есть у нас в раскладе. Также вы можете подписаться на мой YouTube канал, я помню, как обычно. Напоминаю, но всегда говорю, снова повторяю, да, что вы можете подписаться, если вы еще не подписаны. Также не забывайте оставлять комментарии, оставлять отзывы, если вам видео понравилось. Итак, Водолеи, давайте посмотрим расклад по дням недели. То есть на каждый день недели по одной карте из сначала основной, а затем дополнительные колоды мы достанем и посмотрим, какие комбинации карт у вас, соответственно, выпадут. Итак, Водолей. Водолей. Давайте посмотрим. Так, 2 февраля, да, понедельник. 3 февраля, вторник. 4 февраля, среда. 5 февраля, четверг. 6 февраля, пятница. 7 февраля, суббота. И на 8 февраля, также на воскресенье, карта колесницы. Итак, давайте посмотрим, что здесь у вас есть. У нас есть рыцарь Пентаклей. Первая карта, которая здесь у вас выпадает. Да, это земная стихия. Да, это не ваша карта, не вашего знака, вернее. Да, это может быть карта, которая говорит про общение с земным знаком. И для вас это важное какое-то общение, важный человек. Это девы, телецы или козероги. Но также рыцарь Пентаклей — это в целом какие-то, во-первых, по Пентаклям, какие-то события, которые могут приносить вам, соответственно, доход, да, какие-то деньги. Если вы будете по рыцарю Пентаклей достаточно спокойны, терпеливы, методичны, если вы по рыцарю Пентаклей будете выносливы там в какой-то работе, в делах, работой, которой занимаетесь, соответственно, да, то есть может быть такой успех, но он такой, знаете, неспешный, он вполне собой ожидаемый, то есть если вы ожидаете какого-то прогресса, то он скорее всего будет. Если вы здесь трудитесь, работаете над чем-то, скорее всего вы будете продвигаться понемножечку все ближе и ближе к своей цели. То есть если выполняете работу над каким-то проектом, соответственно, еще ближе и ближе будете приближаться к завершению этого проекта. Рыцарь Пентаклей, так же как он на коне, да, возможно, вы куда-то едете, может быть, это ожидаемые какие-то поездки, ожидаемые события, или кто-то ожидаемо к вам должен приехать в этот день тоже, может быть, даже с таким Пентаклем, с каким-то выгодным предложением материальным, либо с каким-то подарком, то есть чем-то ценным для вас. Карта рыцаря Пентаклей. Давайте посмотрим дополнительную карту для Водолея, соответственно, на 2 февраля. Что у вас выпадет еще на понедельник, на 2 февраля. Здесь же у вас карта 6 кубков. И 6 кубков у вас 2 раза здесь выпадает в этом недельном раскладе. 6 кубков — это все, что связано с детством, с днями рождения, с праздниками какими-то, может быть, семейными, да, на которые вас приглашают, или юбилеями, может быть, вашим каким-то днем рождения, юбилеем. Да. 6 кубков о ожидаемых гостях, которые, возможно, имеют какое-то отношение там, к вашему детству, да, или это ваш круг знакомых, которых вы давно знаете, которые вам очень близки, как родные, или это родственники ваши, да, потому что 6 кубков — это все, что связано с семьей, с уютом, с ощущением спокойствия, которое у вас здесь есть. То есть, Водолеи здесь, в принципе, достаточно хорошая карта у вас есть, да, достаточно неплохо, что у вас такие карты здесь выпадают. В целом вы здесь будете и достаточно терпеливы в отношении своих детей, в частности, вы будете, знаете, такие очень спокойные, очень размеренные по этой карте.
Давайте посмотрим дальше. Карта тройка кубков, карта поднимающая кубки. Да, здесь кубки, праздник, действительно тоже может быть ситуация, где вас с чем-то поздравляют. Это в конце концов может быть и ваш день рождения. Ну и тройка кубков — это в целом успех в делах. То есть это успех в делах, который достигнут благодаря еще, может быть, другим людям, потому что тройка, да, 3 человека или 3 и более, либо ситуация, где вас поздравляют, да, то есть может быть успеха вы сами достигли, но вас поздравляют ваши близкие, ваши родные, ваши друзья. То есть здесь есть ощущение разделения счастья, что вам вместе вот хорошо, потому что вы делитесь этой своей радостью, да, и за вас искренне рады другие люди. Тройка кубков, да, она вот о такой радости здесь. Давайте посмотрим еще на 3 февраля для водолеев, что здесь будет на вторник. Здесь будет 10 жезлов. И вот здесь вот интересно, потому что 10 жезлов, она как бы как в тень выпадает, да? Она дополнительной картой выпала, и она показывает, что ваша решительность в каких-то делах, она окупается. Также здесь может быть ситуация, где вы, общаясь с другими людьми, рассказывая им о своих каких-то успехах, достижениях, возможно, здесь столкнетесь с тем, что все-таки кто-то будет от вас что-то скрывать или, может быть, не совсем искренне за вас будет рад. То есть может быть такой момент, здесь обратите внимание. Либо вы здесь по 10 жезлов перегружаете себя какими-то бытовыми задачами или вопросами, то есть нагружаете себя и чувствуете груз определенный от, может быть, каких-то гостей, может быть, по тройке кубков от общения, которое вам вот, ну, как будто бы, да, в радость, но доставляет определенные хлопоты, и вам, может быть, это не совсем здесь и так уж прям радостно, да. Дальше идет снова-таки 6 кубков, которая уже была, и вот 6 кубков это не только семья или какие-то близкие друзья, которые для вас как родные, это в целом ностальгия о прошлом, то есть вы думаете о прошлом, вспоминаете о событиях прошлого, вам хочется вернуться в прошлое, как будто бы мысленно вы там. Может быть, вы хотите куда-то вернуться, где вы ранее были, возможно, где вы жили, или там, где вы выросли, где вы учились. То есть здесь вот это ощущение, вот этого вайба, что хотелось бы вернуть те времена. Карта 6 кубков. Но также здесь может быть и общение с детьми какое-то для вас важное, да, потому что, ну вот карта, да, детская тоже в определенной степени. То есть общение с детьми, важные вопросы, связанные с детьми для вас, водолеи, в этот день. Давайте посмотрим, что еще здесь у вас выпадет, соответственно, на 4 февраля, на среду. У водолея карта 9 жезлов, и после 9 жезлов снова 10 жезлов. То есть у вас эти карты, они как бы, да, 6 кубков повторяются, 10 жезлов повторяются. Ну вот 9 жезлов. То есть здесь, да, может быть, по 9 жезлов ситуация, где вы спокойны в отношениях со своими детьми, как-то проявляете максимальное спокойствие, хотя, может быть, есть какое-то проявление упрямства или какой-то категоричности с их стороны, допустим. Также здесь может быть ситуация, где вы хотите защищать, допустим, свою семью или своих детей, или там своего ребенка, да. А также здесь вы можете работу какую-то выполнять по 9 жезлов, чтобы ее довести до конца, что-то начатое, для того, чтобы опять-таки по 6 кубков привести, может быть, свою семью к финансовому успеху и к благополучию, но вы для этого трудитесь, работаете. А для чего? На благо семьи. Карта 9 жезлов. Да, может быть ситуация, где вы по 9 жезлов чувствуете себя немножечко уязвимым, возможно, потому что, опять-таки, что-то может касаться здесь прошлого, да, что-то как будто бы много вложили в прошлом каких-то усилий, каких-то действий, но по 9 жезлов вот уже тяжело вам дается эта работа, тяжело вкладываться, допустим, в семью, или тяжело здесь выполнять какие-то задачи свои, но тем не менее вы проявляете настойчивость, да, чтобы это что-то доделать, завершить. 10 жезлов здесь тому подтверждение, да, что на вас тяжелый груз, может быть ощущение тяжести, какого-то давления, которое вы ощущаете от того, что, собственно, вам приходится много задач здесь выполнять. 10 жезлов. Так, 10 жезлов. Может быть и ситуация, где кто-то по 9 жезлов, да, вот в среду кто-то из ваших близких, там, из вашей семьи или детей, возможно, как-то пытается здесь от вас не то чтобы дистанцироваться, оградиться, а вот есть какая-то как преграда или какое-то расстояние или невозможность нормально что-то обсудить, хотя очень бы хотелось разобраться в каких-то вопросах, но вот этот частокол, этот забор между вами, он как будто присутствует. И карта 10 жезлов, которая
есть у вас здесь в четверг, да, которая есть на 5 февраля у вас по десятке жезлов, вот эта вот тяжелая ноша, которую вы на себе несете, возможно, по страшному суду. Есть ощущение, что вы можете благодаря своей решительности, настойчивости здесь добиться успеха, то есть завершить что-то успешно, благополучно. Также вы здесь можете как будто бы принимать решение, нести дальше эту ношу, если не удалось там завершить, да, эти дела, нести или оставить. То есть, может быть, оставить ее, хватит уже на себе тащить столько груза, допустим. Также вы здесь хотите как будто бы переродиться, поменять что-то кардинальным образом, потому что вы устали от этого гнета, от этой тяжести, которая на вас есть. Карта «Страшный суд». Также может здесь вскрыться какая-то правда, потому что по десятке жезлов могла быть ситуация какой-то скрытности со стороны других людей. Здесь может открыться какая-то правда, что как будто бы вот как с ног на голову переворачивается, да, и что-то как из-под земли, да, появляется какая-то истина, какая-то тайна, что-то, вот знаете, как будто выныривает, да, и вот вы что-то такое узнаете. Карта «Страшный суд». Давайте посмотрим следующую карту. Карта «Пятерка кубков». И правда, может быть, что-то не совсем позитивное в плане эмоций, которые вы испытываете здесь именно в этот день, то есть на 6 февраля. Карта «Пятерка кубков». Могут быть какие-то конфликты или разногласия у вас, которые возникают с близкими. И тут же карта «Мир». Желание мирно завершить какой-то конфликт, может быть, по пятерке кубков, потому что, пятерка кубков, она в любом случае о том, что вас печалит, утомляет, расстраивает, какая-то неудача, вы видите, что что-то не получается, что вы не можете добиться в чем-то успеха. И по карте «Мир» вам хочется успешного завершения и хочется освободить себя от вот этой вот, опять-таки, тяжести, может быть, от какой-то неудачи или провала, с которым вы здесь сталкиваетесь. К тому же карта «Мир» — это карта в целом как завершение цикла, завершение одного этапа и начало нового этапа, нового периода для вас, нового периода, может быть, там, не знаю, жизни или каких-то ваших жизненных ситуаций. Поэтому вы здесь по карте «Мир» готовы к этим преобразованиям. И карта «Королева Пентаклей» — земная стихия, может быть, общение с девами, тельцами или козерогами, или какие-то финансовые вопросы вы здесь можете решать в субботу вместе с пажом жезлов. Достаточно активно, энергично, достаточно здесь такие... Будете эмоциональные по пажу жезлов, будете здесь полны энергии, полны решительности в вопросах каких-то финансовых. Возможно, вы будете здесь очень трудолюбивы для того, чтобы заработать определенные, опять-таки, деньги. Паж жезлов. Возможно, здесь будет и по пажу жезлов много энтузиазма касаемо земного знака, или много энтузиазма касаемо какого-то вложения денег или покупки, которую вам хочется совершить. Карта «Колесница», карта продвижения вперед, какого-то успеха значимого, где вы продвигаетесь к своей цели. Кстати, у кого-то могут быть и поездки в воскресенье, когда вы куда-то едете, вас там могут быть очень рады видеть, как будто бы рады вас там встречать. Опять-таки тройка кубков, опять как будто 3 и более людей. Тройка кубков вот здесь в этой колоде поднимает кубки. Здесь может быть и правда ситуация, где вас с чем-то поздравляют или радуются какому-то вашему успеху и продвижению вашему значимому. Может быть, вы здесь правда куда-то едете. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя. До скорого.